Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира и добра вам, благодатной погоды. Сегодня снова ответ на ваши вопросы. Несколько наших зрителей написали нам, что они вырастили хороший урожай арбузов. Они такие красивые арбузы, где-то по килограмм 7-8. У них уже и усик высох, и лопатка высохла, и сама отвалилась. И вот они уже взяли эти арбузы, разрезали, они внутри белые и безвкусные. Что это такое происходит за метаморфозы с бахчевыми культурами? Вот такие вопросы у нас есть, и сегодня мы ответим на этот вопрос. Почему? Да потому что мы тоже сталкивались с такими вот плодами арбузов, и эти плоды были, представьте себе, есть такие арбузы, кормовые арбузы. И мы купили в 2012 году, я купила в какой-то частной коллекции семена различных арбузов. И там вот были и такие названия, я уже не помню, по 5 семечек. Но эти арбузы были настолько мощные, настолько сильные, и на каждом где-то по 5, и даже 6-7 средних таких, от 5 до 8 килограммов было плодов, и мощные плети. Они везде и всюду проходили, и, кстати, под плетями образовывались очень мощные корни. Получается, что корень был очень хороший, мощный у самом основном стволике, под основным стволиком мощный главный корень. Ну и еще масса корней была именно на плетях, вот этих боковых. Это настолько было мощно, приходилось выдергивать плети потом вместе с корнями. Вот, и плоды собирали мы уже осенью, в сентябре месяце, ждали, пока покраснеют, они так и не покраснели. Но мы не знали тогда еще, что есть такие кормовые арбузы. И мы их собрали, ну, надеялись, что они созреют, будут лежать, и созреют, и мы сможем их уже на Новый год использовать. Но на Новый год они так и не покраснели. У меня тогда не было возможности особо фотографировать, камеры не было. И вот мои друзья пришли, и мы сфотографировались с этими арбузами. Кстати, друзья нашли способ применения. Они жарили как кабачки, вот эти арбузы. Ну и мы тоже попробовали, да, неплохо, кабачки, точно. И причем это в декабре месяце. Они хорошо хранились. Мы их хранили в помещении в доме, на веранде. И здесь была плюсовая температура. И у нас на Новый год были красивые украшения под елкой, именно вот плоды арбузов. И несколько арбузов мы сохранили где-то в конце февраля, но это мы уже отдали птице, домашнее хозяйство. Очень вкусно наминали вот эти плоды. Ну, а кожицу мы отправили в теплицу для того, чтобы в землю, в почву, чтобы улучшить качество почвы. Вот таким образом у нас тоже был опыт, и этот опыт нам пригодился, и мы знаем о том, что есть кормовые. Кормовые арбузы, их вывели еще в 1956 году. Это я нашла такую информацию. И именно для того, чтобы обеспечивать кормами животных. Причем животных не только домашних, но и в колхозах тогда были, фермы. Очень удобно выращивать эти арбузы, мощные, они очень хорошо, здорово себя чувствуют, реагируют на различные изменения со спорами грибковых заболеваний, им абсолютно все равно, крепкие были. По крайней мере, у нас сложился такой вот взгляд на эти арбузы, что это растение очень крепкое. Но мы посчитали, что все-таки выгоднее выращивать тыквы. Это намного интереснее, намного урожайнее получается. Есть кормовые тыквы, и мы выращивали тоже их. У нас была корова, большое хозяйство домашнее, и вот эти
как раз тыквы кормовые, они очень хорошо нам помогали зимой для того, чтобы улучшить качество питания животных. Ну вот такая у нас сегодня тема короткая. Мы вам ответили на вопрос, почему у этих арбузов белая мякоть и белый цвет, и они невкусные, они действительно невкусные, они не предназначены для питания человеку. Вот. И вы не дождетесь тоже, как мы не дождались покраснения, хотя уже и усик, и лопаточка, все это сухое и отваливается. Если есть домашние животные, вы можете покормить домашних животных вот этими плодами. Конечно, обидно, когда не знаешь, что ты выращиваешь, но что сделаешь? Опыт – это очень важная и ценная вещь, и теперь вы имеете опыт, ну а те, кто уже в будущем тоже будет покупать семена, будьте внимательны, всегда изучайте информацию, название. Вот сорт Гисхим, это как раз он первый был выведен, именно назывались так кормовые арбузы. Так что Дисхим, если прочитаете такое, ну бывают еще и другие названия, будьте внимательны, это не арбузы для человека, это арбузы для животных, для птицы. Очень они ценные для домашних животных и птицы. Ну что ж, мы ответили на ваши вопросы, не расстраивайтесь. Если нету домашних животных и птицы, закопаете. Во-первых, для красоты можете подержать, очень красиво это до Нового года, и под Новый год ее под елку выкладывать очень красиво получается. Ну, а если нет, то, конечно же, закопайте в почву и улучшите плодородие почвы там, где будете выращивать в следующем году томаты, огурцы, да, что угодно. Это очень хорошее подспорье для улучшения качества плодородия нашей почвы. Вот такое у нас видео. Раиса Греченко, Александр Волик поделились своим опытом выращивания кормовых арбузов. Они очень мощные, эти растения, здоровые, много арбузов, но они для человека несъедобные. Они не сладкие, не вкусные. Хотя можно потом зимой, как кабачки, их обжаривать и готовить себе тоже разнообразие. Но снова же на вкус и цвет товарища нет. Прощаемся с вами всего-навсего до следующего видео. Будьте все здоровы, хороших вам урожаев, тех овощей, которые вы ждете. А чтобы не было у вас больше вот таких неожиданностей. Все, пока-пока. На этом ставим точку. На этой теме.